Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Кен Джордж, и сегодня я наконец-то возвращаюсь. Просто дело в том, что я уезжал надолго, и время на видео у меня особо не было, поэтому, в общем, сегодня я наконец-то возвращаюсь, и хотел бы сделать гайд на тему того, как активировать Windows 10, ну, лично у меня 32-битная, может, у вас 64, неважно, как активировать Windows 10 всего лишь при помощи командной строки и кода, который я вам сейчас покажу. Ну а вы присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Итак, первое, что мы делаем, это заходим на сайт github.com. Ссылочку на него я оставлю в описании. Просто копируйте ссылку и вставляйте в поисковую строку вашего браузера, неважно какого. И здесь у нас есть разделы с Windows 10. Я лично пробовал вот этот, вот, ну, с этого раздела. Называется Windows 10 LTCB. Попробуйте этот, может у вас подойдет, но если не подходит, то этот попробуйте. Тут еще есть раздел Windows 10.11, я его не проверял. Но если захотите, можете его тоже, ну, использовать, посмотреть, сработает или нет. Также, если вы думаете, что это что-то нелегальное, вот тут как бы есть ссылка. И здесь мы видим то, что от microsoft.com как бы официальные ключи, которые уже могут все использовать. И да, забыл сказать то, что здесь, собственно говоря, ну, я думаю, вы даже уже и без меня увидели, что можно найти ключи для активации Windows не только для 10 Windows, но и для 11, 8 и даже 7. Ну, а если вы боитесь то, что там на этой страничке могут быть вирусы, другое вредоносное ПО, то, во-первых, GitHub — это платформа, где файлы публикуются уже с открытым кодом, а также, вот, давайте сейчас я эту страничку открою, пожалуйста, везде все, ну, перевод тут странный, вот, оригинальный английский язык, вот, смотрите, clean, везде, абсолютно. Вот, конечно, с этой ситуацией это не имеет никакого значения, потому что там даже ничего скачивать не надо. Ну, а просто, чтобы вы знали, что даже если что-то вам нужно будет скачать там через GitHub, потому что во следующих моих видео мы будем что-то скачивать из GitHub, то вам это понадобится как бы знать, то, что в нем ничего нету, подразумевается то, что в нем нету вирусов, вредоносного ПО и так далее. Ну что, дорогие друзья, вот мы с вами все сделали. Я вам даже дополнительную информацию дал на всякий случай, на будущее, так сказать. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.